Всем огромный привет! С вами Оксана. И сегодня по многочисленным просьбам я для вас сняла мастер-класс по вот таким носочкам и пятки. Вот такая вот пяточка. Не побоюсь этого слова, авторская, потому что я у девочек спрашивала, они говорят именно вот, что так она вяжется. Ни у кого такой пятки нет. Есть похожая, но не такая. Итак, давайте я сначала технически расскажу, как это вяжется. Да? Вяжется носок сверху вниз, вот от резиночки вяжется к мысочку. Далее прибавляются пятки, в пятки петли по краям, как в пятке стронг получается. Здесь потом вывязывается, как пятка подкова, делается убавление. И уже то, что вот здесь у нас останется, мы сокращаем петли и уходим снова в 2 петли резинки. Ну и обычным способом закрываем иглой мысок. Такой мастер-класс у меня на канале уже есть. Подошву не обязательно вязать резинкой. Я связала резинкой, чтобы хоть какой-то декор был. По задней части носка тоже идет резинка, спереди лицевая гладь. Лицевую гладь можно заменять любым узором, какой вам нравится. И давайте теперь перейдем к пряже. Это у меня обычная носочная пряжа. Вот такая вот Alize Artisan Superwash. 75% шерсти, 25% полиамида. 100 грамм 420 метров. Обычно стандартный цвет номер 336. Как вы помните, недавно мне эта пряжа приходила с интернет-магазина пряжа.су в первом комментарии. И под видео я обычно оставляю ссылку на пряжу, чтобы вы зашли, посмотрели. И промокод на скидку, на всякий случай. И были у меня еще одни носки, точно так же связаны. Это вот такая вот расцветка. Даже, знаете, я связала однотонную, чтобы вам было наглядно видно, да, все хорошо. А если вязать вот не однотонную, а вот какой-нибудь секционной пряжи, то очень классно смотрится и мне очень понравилось. Эта пряжа у меня Регия. Так вот, такая вот этикетка. Тоже даже с пряжи Су, у них очень много носочной разной пряжи, 100 грамм 420 метров, любую пряжу берете, вообще любую, не обязательно прям эту какую-то, любую. Размер носков у меня 38-39. Можно вязать на любой размер. Расчеты такие элементарные, простые. Вообще, даже ребенок может посчитать, как вывязывать вот эту пятку. Все легко, до такой степени просто. Мастер-класс очень подробный. Итак, на обхват стопы 24 сантиметра, на длину стопы тоже 24 сантиметра. Ну, 24-26 носок очень хорошо тянется, видите, 24-26. На носки ушло 53 грамма. В общем, с одного мотка артисан даже можно связать 2 пары носков. Вот здесь можно паглинок уменьшить, если не хватит. Ну и другим цветом можно связать резинку и мысок. Что в этой конструкции, это то, что пятку мы здесь не сможем вывязать другим цветом. Вот это единственный минус, который может быть в этих носках. Сидит пятка просто идеально, комфортно, ничего нигде не провисает. Ну и если не хватает у вас пряжи, можно вот резинку заменить и мысок заменить другим цветом. Все. И тогда у вас вот с одного моточка выйдет 2 пары носков, где-то 38 размер. Ну а если 37, то даже ничего добавлять не надо будет. Ну и давайте про спицы. Спицы у меня 2 миллиметра чагушки. Но смотрите, они с острым кончиком. Спицы можно взять чулочные. Без проблем. Вяжите на 5 спицах, любите вязать на 5 спицах, вяжите на 5 спицах. Я обычно вяжу методом Magic Loop, поэтому я взяла на леске. Спицы у меня 80 сантиметров от кончика до кончика, 80 сантиметров. Спицы 2 миллиметра, можно взять 2,5 миллиметра без проблем. Я вяжу слабо, поэтому
мне нужны спицы 2 миллиметра, чтобы носочки получились плотные. Ну, вяжете 2,5, берите 2,5. Если туго вяжете или нет спиц 2 миллиметра, не переживайте, берете 2,5. По количеству петель я вязала на 60 петлях, самое стандартное количество петель. Но так как пятку очень легко рассчитывать, это все есть в мастер-классе, как ее рассчитывать, можно набирать любое количество петель. Если вы вяжете с носочной пряжи, вы уже знаете, сколько петель вам надо набирать для своего размера. Есть даже таблицы в интернете. Забивайте стандартно вот пряжа, таблица по носкам, 100 грамм, 420 метров. И там у вас прям по рядам, сколько рядов надо до сюда. Там есть эти таблицы, сколько петель набирать на такой обхват стопы, сколько тут вязать. Это все есть. Там я не буду уже вставлять, наверное, таблицы. Так что все, техническую часть я вам рассказала. И давайте приступать к практической части. Итак, набираем 61 петлю на 2 спицы. Вот так складываем 2 спицы вместе. Отмеряем вот этот хвостик, чтобы у нас сложиться в 61 петлю. И набираем самым обычным способом 61 петлю. На 60 петлях мы будем вязать, а 1 петля для замыкания в круг. Все, мы набрали 61 петлю, приготовили маркер, вытягиваем 1 спицу. Далее в 2 местах выталкиваем леску и смотрим, чтобы не перекрутилось ничего. Итак, берем нерабочую нить и замыкаем в круг. Мы переснимаем с левой спицы 1 петлю на правую, подхватываем на правой спице петлю, протягиваем ее через петлю и скидываем. Затягиваем вот так на 2 конца. И теперь у нас на спицах 60 петель, потому что 1 петлю мы скинули. Берем маркер, отмечаем начало ряда и вяжем резинку 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. Когда вы дойдете вот до конца, разворачивайте, леску вытягивайте с одной стороны. Теперь у нас с 2 сторон леска вытянутая. И продолжаем вот так вязать Magic Loop. Там мы 1 лицевую провязали, вот довязываем 2 лицевую с этой стороны и 2 изнаночные. И так вяжем резинку 15 рядов, 2 лицевые, 2 изнаночные. Итак, смотрите, я провязала резинку 15 рядов и сдвинула начало ряда. Вот у меня начало ряда, она начинается 2 лицевых, да, 30 петель на 1 спице и 2 лицевыми заканчивается. Где начинается 2 лицевыми и заканчивается, здесь будет идти вверх носка и вязаться лицевые петли. Вот здесь, вот где начинается ряд 2 лицевые, вот начало ряда хвостик, вяжем вверх носка лицевыми петлями. Провязываем полностью 30 петель лицевыми. Петель лицевыми провязала, здесь всегда будут лицевые, разворачиваемся, а здесь у нас будет идти резинка, это задняя часть
носка, и подошва будет идти резинкой 2 на 2, 2 лицевые, 2 изнаночные. Начинается с 2 изнаночных. И так вяжем по кругу, по узору. Верхняя часть лицевыми петлями. Здесь идет резинка 2 на 2. Нужную высоту паголинка, это у меня 20 рядов. Я сейчас провяжу 20 рядов до пяточки, и мы с вами встретимся. Двумя изнаночными петлями заканчивается, и вяжем по кругу еще 19 рядов, всего 20 рядов до пяточки. Итак, смотрите, я провязала 20 рядов, нужную мне высоту до пяточки. Можно вязать любое количество рядов, как вам нравится, выше, ниже паголинок, на ваше усмотрение. Смотрите, это верхняя часть носка будет. Вот это у нас получается идет подошва, и будем вывязывать пяточку. Итак, смотрите, здесь 30 петель. Мы оставляем 2 средние петли, и по краям у нас по 14 петель. Здесь идет 14, 2 петли, 14. Вот я их отметила маркером. Далее мы теперь по краям вот этих 2 петель будем прибавлять петли, и прибавки идут через один ряд. И давайте я покажу, как делаются прибавления. Вязать будем весь носок по кругу. Здесь будем также вязать резинку всегда. Вот мы дошли до маркера, можно его теперь убрать. И смотрите, я покажу, как делать прибавки. Поднимаете протяжку вот таким вот образом, одеваете на спицу и за переднюю стенку захватываете, вот она перекрещивается, захватываете нить и протягиваете. И вот у вас получилось с наклоном вправо прибавление. 2 лицевые петли провязываете. Убираете маркер, и здесь тоже делаете прибавление. Смотрите, поднимаем петлю вот таким вот образом и провязываем лицевую скрещенную за заднюю стенку. Вот, провязываем за заднюю стенку. И смотрите, здесь с наклоном влево вот получилось. Видите, у нас прибавление здесь. Теперь у нас 4 лицевые. Здесь легко запомнить. Вот 2 изнаночные, потом идут лицевые. Далее вяжем ряд по кругу до 4 этих петель и тоже провязываем, потому что прибавления будут делаться через один ряд. Один ряд мы вяжем без прибавок, в одном ряду прибавляем. Итак, быстренько сейчас я провяжу. Вот дошли. Разворачиваемся, мы вяжем по кругу. Вот здесь теперь провязываем лицевыми петлями. Это верх носка. Верх носка провязали, разворачиваемся, вяжем подошву тоже носка и пяточку. Все вяжем по узору без прибавлений.
Вот мы дошли до наших прибавок. Эти 4 петли мы вяжем лицевыми. Вот. Провязываем их лицевыми. Дальше вяжем по узору. И снова доходим по кругу до 4 петель. Вот я довязала до пятки, и теперь делаем перед и после снова такие же прибавления, как я уже и показывала. Сейчас еще один раз покажу, далее будете вязать самостоятельно. Вот наша протяжка, мы ее поднимаем и провязываем за переднюю стенку лицевой. Провязываем 4 лицевые. Провязали 4 лицевые и делаем снова прибавку. Поднимаем протяжку и за заднюю стенку вяжем лицевой скрещенной. Все, мы прибавили петли. Теперь здесь 6 петель. Далее вяжем по узору. Следующий ряд вяжем без прибавок. Потом снова прибавление. Все. И будем прибавлять, пока вот здесь у нас не будет 30 петель. Смотрите, вот у нас было 30 петель на одной стороне и на другой стороне. И вот здесь мы прибавляем до 30 петель. Это стандартно. Будет у вас 26 петель пятка, значит добавляйте до 26. Будет 20, добавляйте до 20. Вот такая закономерность здесь идет. Все. Вяжем самостоятельно, делаем прибавление до 30 петель через один ряд. Смотрите, вот я сделала прибавление. Здесь у меня сейчас 30 лицевых петель. Вот 2 изнаночных, 30 и 2 изнаночных. Вот, вязала по кругу, прибавки через один ряд. Вот так. Одна сторона смотрится, вторая. Вот, все одинаково, так как по кругу вяжется. Это у нас получается, мы связали стенку пятки. Далее будем вывязывать пятку подкову на 30 петлях. Вот сейчас мы вывязали как на пятку стронг, добавили петли, а теперь будем вязать как пятка подкова. Далее делаем не хитрые расчеты, с этим, думаю, все справятся. Вот смотрите, у нас 30 петель, да? Делим их на 5 частей. Будет 6. Одна часть посередине, это 6 петель, и по 2 части по краям, это по 12 петель. Вот смотрите, я поставил. Вот здесь у меня сейчас 12 петель, здесь у меня 6 и вот здесь 12. Мы это считаем только вот эти 30 петель считаем. Боковые мы не будем трогать. Все, ну и давайте для примера. Смотрите, если у вас, например, 34 петли пяточка, да, делим на 5, будет 6 и 4 остаток. 2 части. 12, 6, 12 также. И вот эти 4 делим на 2 и добавляем на крайние петли. А посередине так и останется 6. Будет 14, 6, 14. Но у нас сейчас вот этот случай, поэтому мы 12, 6 и 12. Все. И вывязываем теперь пятку подкову. Вот. На 30 петлях. Начинаем вот сбоку вязать. Вот эти петли мы боковые не трогаем теперь, только будем вязать на середине 30 петлях. Итак, провязываем вот эти вот петли, которые идут, и довязываем до второго маркера. Итак, смотрите, мы не довязали одну петлю до маркера, вот она. Мы ее вот так разворачиваем, убираем маркер,
Захватываем вторую петлю и провязываем 2 петли вместе с наклоном влево. Провязали, подтянули, и следующую петлю провязываем изнаночной. Разворачиваем вязание, вяжем в обратную сторону изнаночными петлями. Первую снимаем и вяжем изнаночными, и не доходим одну петлю до маркера. Вот, не дошли, убираем маркер, вот так одеваем, провязываем 2 вместе изнаночные и еще одну петлю захватываем. Провязали, разворачиваем вязание, вяжем в обратную сторону. Первую снимаем, следующий вяжем лицевые петли. И смотрите, у нас будет вот такой вот промежуток. И мы вот эту петлю берем и вот правую стенку петли разворачиваем за работу. И вот эти 2 петли провязываем 2 вместе, подтягиваем. Следующую петлю провязываем изнаночной. Разворачиваем вязание, вяжем в обратную сторону изнаночными петлями. Первую петлю снимаем, вяжем изнаночными. И смотрите, мы дошли, и вот здесь вот такой вот промежуток. Вот эти 2 петли, вот так мы должны связать 2 вместе. Мы переводим нить и провязываем вот 2 вместе изнаночной, и еще одну петлю берем, провязываем изнаночной. И вот так вяжем поворотными рядами, пока мы не довяжем вот эти все петли. Первую снимаем, далее вяжем лицевыми. Здесь вот очень хорошо видно, вот мы дошли, вот здесь вот такое вот расстояние, берем вот эту петлю, разворачиваем, провязываем 2 вместе и следующую провязываем изнаночной. Разворачиваемся, первую снимаем, вяжем изнаночной. Довязали, вот такое тут расстояние, провязываем 2 вместе изнаночных и следующую петлю тоже изнаночной. Все. И так вяжете, вот, пока вот не довяжете, и когда вот буду довязывать последние, я вас встретимся. Вот уже у нас вот такая вот пяточка формируется. Так, вяжем дальше. Довязываем последний разворот, 2 петли вместе, лицевая, и смотрите, что мы здесь делаем. Мы разворачиваемся, это обязательно, снимаем петлю на правую спицу и вот таким вот образом перекидываем нить, и у нас получается двойная петля, потому что в следующем ряду мы будем переходить на круг, и вот здесь не будет у нас промежуток. Перекидываем нить и вяжем изнаночными петлями до конца. Там надо нам еще довязать последнее сокращение по изнаночной стороне. Довязала и делаем последнее сокращение. Провязываем 2 петли вместе, последняя петля, разворачиваем вязание, далее будем вязать по кругу снова. Но здесь, чтобы не было вот этого промежутка, снимаем петлю на правую спицу и перекидываем вот таким вот образом нить, подтягиваем, и у нас образовалась двойная петля. Теперь у нас здесь не будет отверстия. Вяжем ряд по кругу. И сейчас покажу, как провяжем двойную петлю.
Теперь мы снова будем вязать по кругу. Вот мы дошли до двойной петли спереди, вот так вот заходим, захватываем нить, провязываем лицевой, далее вяжем уже круг по узору. Вяжем по кругу. Все, смотрите, мы дошли до пяточки. Вот у нас получилась вот такая вот пятка. Здесь у нас 18 петель лицевых. Вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. И вот эта двойная, это 18 петля. Вот такая вот пятка. Далее нам надо делать такие же вот теперь убавления до 2 петель. Также убавки будут делаться через один ряд. И сначала мы будем вот эти 2 петли убавлять. Двойную петлю и следующую петлю. Мы снимаем двойную вот так петлю. Вот вводим спицу. Вот эту стенку разворачиваем. Вот что правая стенка была за работой. Одеваем двойную петлю. Захватываем вот эту нашу следующую петлю и провязываем вместе. Вот эти двойную петлю и следующую петлю провязываем 2 вместе с наклоном влево получается. Вяжем лицевыми и не довязываем 2 петли из вот этих 18. Вот, смотрите. Вот они, наши 2 петли, правая стенка петли перед работой, поэтому мы просто заходим и провязываем 2 петли вместе с наклоном влево. Провязали. Далее вяжем круг по кругу, вяжем по узору. Все, мы снова перешли на круговое вязание. И теперь убавление вяжем через один ряд. Вот этом ряду мы вяжем все по кругу без убавок.
Все, мы провязали ряд без убавок. В этом ряду мы снова делаем убавление. Как мы делаем? Смотрите, правая стенка петли у нас перед работой. Мы ее разворачиваем одну и вторую. Вот видите, правая стенка перед работой, мы ее за работой разворачиваем. Захватываем 2 петли лицевые крайние и провязываем 2 петли вместе с наклоном влево. Далее вяжем лицевыми петлями и 2 петли вот этих пяточки не довязываем и провяжем 2 вместе. Вот 2 лицевые петли мы провязываем за переднюю стенку, 2 петли вместе с наклоном вправо. Все, дальше вяжем ряд без прибавок. Итак, делаем убавление. Вот у нас идут убавки через один ряд, пока не останется 2 петли. Все, делаем убавки через один ряд самостоятельно и вяжем по кругу. Смотрите, я довязала убавление и получился вот такой вот у нас вот ромбик, видите? Вот. И вот такая вот классная пятка, которая отлично сидит на ноге, облегает пяточку. Вот. Такой вот практически ровный треугольник, да? Все. Что я делаю дальше? Вот последнее убавление, вот так смотрится оно. Дальше я вяжу 25 рядов просто по кругу, по узору. Здесь у нас на подошве будет резинка 2 на 2, а сверху лицевая гладь. Для моего 38 размера надо связать 25 рядов. Я вяжу до начала пальцев. Вот где пальцы начинаются, я заканчиваю вязать и начинаю делать убавление. Сейчас я провяжу 25 рядов и будем делать убавки. Вот видите, какие красивые у нас ровненькие идут убавки. Все, довязываем самостоятельно 25 рядов. Итак, смотрите, я провязала 25 рядов. И один ряд провязал просто лицевыми петлями. Весь ряд, вот видите, здесь идет лицевыми петлями. Теперь надо делать убавление на мысок. Убавки делаем точно такие, как вот здесь убавляли. Все. Через один ряд. Первую провязываем петлю лицевой. Далее, смотрите, правая стенка петли перед работой. Нам ее надо перевернуть, чтобы она была за работой, и провязать 2 петли вместе с наклоном влево. Далее вяжем лицевыми петлями и не довязываем 3 петли. Вот я не довязала 3 петли. Здесь правая стенка перед работой. Мы просто за переднюю стенку провязываем 2 петли вместе с наклоном влево и 1 лицевая. Разворачиваем вязание на подошве, провязываем убавки точно так же. 1 лицевая. Разворачиваем правую стенку петли за работой, захватываем 2 петли и провязываем 2 петли вместе с наклоном влево. Далее вяжем лицевыми петлями и не довязываем 3 петли. Вот я довязала 3 петли за переднюю стенку, провязываем 2 петли вместе с наклоном вправо. Вот провязала и 1 лицевая. Все. Следующий ряд вяжем лицевыми петлями, потом делаем точно такое убавление. Итак, вяжем, пока у нас не останется 12-14 петель. Далее мысок носка я сшивала. Как сшивать мысок носочка, у меня есть вот это видео. Переходите по нему и
сшивайте. Если не хотите сшивать, можно убавить и стянуть. Это уже на ваше усмотрение. И носочки наши готовы. Все, мои носочки готовы. Я закрыла мысочек иголочкой, как уже я вам оставляла ссылку. Постирала, смотрите, какие они красивые, гладенькие. Сушу я на блокаторах. Стирала я не в стиральной машине. Я же 2 носка не буду стирать в стиральной машине. Стирала я вручную. Вода окрашивается, но мне кажется все-таки, что эта пряжа чем-то пропитана, потому что после стирки у нее появляется вот такой вот, видите, пушочек. Пряжа разглаживается. Смотрите, какая красивая ровная резинка. Вот такая вот у нас ровная, красивая пяточка с вами получилась. Видите, какая красота? Вот ромбик, пяточка, все идеально связано. Убавки здесь тоже очень красивые. Пряжа разровнялась. Смотрите, петелька к петельке стала. Все ровненько, красиво, аккуратно. Вот. Я думаю, говорю, что эта пряжа чем-то пропитана все-таки. Постирала обычную, там у меня что-то для шерсти, есть какое-то жидкое средство. Постирала, высушила и все. И носки наши готовы. Расход пряжи 53 грамма ушло у меня пряжи на эти носки. Так что даже и экономно. У меня еще с этого моточка получится 2-я пара носков. Ну и на этом я буду заканчивать свой мастер-класс. И всем пока-пока. До новых встреч на моем канале.